Привет, друзья! Его победа в Мэдисон Сквер Гарден стала одним из самых больших сюрпризов бокса за последнее десятилетие. Никто и подумать не мог, что мексиканец Энди Руис-младший, боец с хорошим послужным списком в супертяжелом весе, но мало известный во всем мире, сможет победить величайшую звезду супертяжелого дивизиона англичанина Энтони Джошуа, который до этого не проигрывал ни одного боя. Триумф мексиканского боксера произошел в 7-м раунде, заставив замолчать весь мир. Разрушитель 4 раза отправлял Джошуа в нокдаун и заставлял рефери останавливать бой. Бой, который некоторые сравнивают с триумфом Бастера Дугласа над Майком Тайсоном в 1990 году, был завершен в 7-м раунде решением рефери прекратить бой. Итак, вдохновляющая история Андреса Понсе Руиса-младшего началась 11 сентября 1989 года в Имперской долине, штат Калифорния, в 16 километрах от границы с Мексикой в городке Броули. В детстве он страдал ожирением, однако был очень гиперактивным ребенком, который любил ломать вещи и попадать в неприятности. И это неудивительно, ведь он рос в районе, где существовало множество уличных банд, занимавшихся торговлей наркотиками и людьми, что вызывало у его родителей серьезные опасения. В связи с чем его отец принял решение записать малыша Руиса в тренажерный зал, чтобы хоть как-то дать выход его агрессивной энергии и оградить от негативного влияния улицы. На то время ему было 6 лет. Когда же он попал в зал, его заинтересовали занятия по карате, однако вскоре он потерял интерес к ним и стал посещать секцию бокса, хотя он сам всегда мечтал стать бейсболистом. В возрасте 7 лет Руис-младший провел свой первый любительский бой в Сан-Диего против 12-летнего соперника в связи с отсутствием подходящих ему по возрасту противников. Со временем бои с детьми постарше дали свои негативные результаты в виде огромной уверенности в своих силах. Он оказывал сопротивление полиции при попытках его задержать в связи с общением с бандами и торговцами наркотиками. И это в возрасте лишь 11 лет. На пике своих правонарушений Руис был отчислен из школы, что позволило ему целиком и полностью сосредоточиться на любительском боксе. На фоне впечатляющего любительского рекорда 105-5 под руководством кубинского тренера Фернандо Ферреры он также завоевал 2 золотые медали на юношеских олимпиадах в Мексике. Более того, Руис представлял Мексику в отборочных матчах 2008 года на Олимпиаду в Пекине. Однако не смог пройти квалификацию после поражения от Роберта Альфонса и Оскара Риваса. В 2009 году он пришел на профессиональную арену и стал тренироваться в легендарном зале Фредди Роуча, который тренировал Мэнни Пакьяо, Мигеля Котта и Оскара де ла Хойя. Его дебютом стал бой против Мигеля Рамиреса в Тихуане. А свой первый титул он завоевал через 4 года, встретившись в ринге в Саудовской Аравии Джо Хэнксом за вакантный пояс WBO Интерконтиненталь в тяжелом весе. Однако радости побед над соперниками были омрачены очень неприятными событиями, а именно потерей своего давнего друга Алехандро Мартинеса, который в бою 2009 года получил травму и впал в кому, а после 3 лет скончался, не приходя в сознание. В 2013 он стал свидетелем смерти своего друга Фрэнка Лила, который умер, будучи нокаутированным в поединке. А уже в декабре 2016 года Руис пережил свое первое поражение на профессиональном ринге, встретившись с Джозефом Паркером за вакантный пояс WBO, проиграв ему по очкам. Поражение, которое уничтожило его эмоционально и удерживало от действия до начала 2018 года, когда он вернулся, чтобы одержать победу над Дэвином Варгасом, затем Кевином Джонсоном и немцем Александром Димитренко. А вот история с возможностью выйти против Энтони Джошуа весьма впечатляет, ведь после положительных допинг-проб у противника Джошуа Миллера, Энди Руис-младший предложил промоутеру Эдди Хирну быть претендентом, сделав это довольно своеобразно. Вот что об этом написал сам промоутер. Когда 3 положительных результата допинг-проб Миллера были подтверждены, мы должны были найти нового претендента. И кто-то прислал мне сообщение в Instagram, которое привлекло мое внимание. «Дайте мне бой, я буду сражаться сильнее, чем кто-либо другой. Я дам ему лучший бой, и я побью Энтони Джошуа». И вот так они встретились лицом к лицу. Энди Руис-младший сумел войти в историю бокса. «Я полон и невысок, но быстр как молния», — сказал боксер на пресс-конференции перед боем. Он сумел стать первым чемпионом в супертяжелом весе в истории мексиканского бокса. Он вырвал у Джошуа пояса Всемирной боксерской ассоциации WBA, Всемирной боксерской организации WBO, Международной боксерской федерации IBF и Международной боксерской организации IBO. Единственный титул, который будет отсутствовать, это Всемирный боксерский совет WBC, который в настоящее время находится в руках Деонтея Уайлдера.
После боя Эдди Хирн, который думал, что собирается подготовить Джошуа к ожидаемым схваткам с Уайлдером или Тайсоном Фьюри, объявил, что согласно контракту между Джошуа и Руисом состоится реванш в ноябре или декабре на территории Англии. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Бастер Дуглас, сыгравший главную роль в одном из самых больших сюрпризов бокса, когда нокаутировал Майка Тайсона в Японии в 1990 году, сказал, что нашел много общего между своей победой и победой мексиканца. Человек верил в то, что делал. Он верил в себя, несмотря на множество насмешек в его адрес. Я рад за него и желаю ему всего наилучшего. Многие люди говорят, что я не мексиканец, потому что я не говорю по-испански, но Мексика в моей крови, в моей ДНК, в ДНК моих детей. Более того, всю свою жизнь меня недооценивали из-за моего большого живота, но у меня есть сила и скорость, данные Богом, когда я сражаюсь. Главное, что я показываю миру, что с упорным трудом и преданностью все возможно. Сама же Мексика подняла свой флаг благодаря человеку, у которого было всего 6 недель, чтобы подготовиться к бою всей своей жизни. Но теперь он может всю свою жизнь гордиться тем, что достиг одной из величайших побед в истории бокса. Надеемся, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи, друзья!